Впереди Баварский лес, недалеко немецко-чешская граница, и вот он, загадочный городок Фурт-им-Вальд. Смотрите, какая красота! Кажется, это не город, а просто декорации для какого-то средневекового фильма. Прямо так уютненько все, смотрите, как ухожено. Сразу хочется прямо тут остаться или вот покататься с этими веселыми баварцами. В этом городке так спокойно, мирно. Кажется, что так было всегда, но это не так. На самом деле это город дракона. Вот его везут. Это, кстати, самый большой робот в мире. Сейчас его готовят к празднику Драхенштих, дословно закалывание дракона. Это такая народная театральная драма о борьбе добра со злом и в конце убийство дракона. Его закалывают раз в год уже больше 500 лет. Ну, раньше он иначе выглядел. На самом деле эти драконы везде, вот даже как фонтанчик. Этот культ дракона не туристическая фишка, а иносказательное толкование определенных событий. Этот город не расскажет сразу свою тайну, ведь на самом деле ему около 1000 лет. И вот эти стены, возможно, видели того самого первого дракона, а закрытые двери как бы говорят, что именно там, под землей, мы найдем все ответы на наши вопросы. А вот и вход, ведь под городом протянулась сеть подземных туннелей длиной около 10 километров. Спускаемся в самую старую часть города. Вот он, подземный мир. На первый взгляд не сильно впечатляет, ведь на первом месте стоит развлечение для туристов и искателей приключений. Ничего необычного, просто средневековый погреб. Но потом начинаются узкие коридоры, и тут очень низкие потолки. Коридоры, соединенные другими проходами. Сначала непонятно, зачем они. И вот тут, под землей, в темноте, такое ощущение, что там за поворотом совсем другой мир. Но тут кирпичная лестница. Вход в дом. Наверху тупик. Дома уже просто нет. Он сгорел или уничтожен войной. Еще глубже. Это не просто подвал. Это укрытие. Уже в начале 15 века, во время гуситских войн против католиков, подземелья использовали как укрытие. Вот еще один вход, но уже закрытый. Так вот о той войне. Тогда церкви надо было убедительно представить истину католического учения. И в начале 16 века в рамках церковного праздника появилась театральная часть убийства злого дракона как демонстрация противостояния протестантам. Каждый год, чтобы не забыли. Вот так наверху и появился дракон. Подвалы используют в мирное время по назначению. Вот видите, самая настоящая водокачка. Тогда для церкви протестант – это вероотступник, а для жителей он приносит войну. И спустя десяток лет уже шведская армия грабит и разрушает город. Сейчас детишек можно, конечно, немного тут попугать, а тогда люди проводили здесь поневоле много времени. И, конечно, появились свои мифические истории о подземных духах и призраках. Но в начале 18 века, тогда идет война за испанское наследство, уже не совсем понятно, кто какой веры. И символическое убийство змея отходит от постулатов католической церкви. Она пытается сразу запретить дракона, но ей это не удается. Убийство дракона становится больше народным развлечением, как сейчас эти подвалы. Дракон уже просто зло. Например, пожар или неурожай. Вот, допустим, этих грибов. Последнее было, конечно, шутка, а вот город действительно раньше очень часто горел.
Вы, наверное, уже догадываетесь, как дракона и эти подвалы приспособили во время Второй мировой войны. Наверху убивают красного дракона, тут бомбоубежище. Месяцы в темноте и сырости, и им уже хочется убить совсем другого дракона. Да, дракон дышит всегда духом своей эпохи. С тех времен прошло не так уж и много времени, и тут все не так уж и плохо сохранилось. Тысячелетний рейх протянул всего лишь 12 лет. Драхенштих, как часть церковного праздника, все 400. В конце 19 века католическая церковь слабеет. Строятся уже вовсю евангелические церкви, и убийство дракона как праздник становится совсем независимым. Он становится народным фестивалем. В 45-м народу не до праздников, они сидят здесь месяцами. Несмотря на эти вот новые ощущения, хочется уже свежего воздуха, хочется просто наружу. Очень трудно представить, как люди здесь сидели месяцами в этой сырости, тут так холодно. Все эти войны, пожары, катастрофы оставили у народа плохое воспоминание. Плохое надо забыть. И части подвалов были заброшены, засыпаны, использовались как мусорка. Только благодаря местным исследователям они снова стали отчасти доступными. Вот они, наглядные примеры, что они тут накопали. Это уже в большинстве средневековья. И вот Вторая мировая. После войны владение оружием наказывалось смертной казнью, и его просто выкидывали. Знакомая лестница, ведущая в никуда, и выход. Наконец-то свет. И напоследок, что же случилось с драконом? Он остается наверху. А вот внизу, не-не, туда мы больше не полезем. После войны пьесу о драконе переписывают. Теперь в качестве исторического фона используются те самые гуситские войны. Дракон становится только символом ужасов войны. И теперь, слушая звон колокольчиков, мы можем представить другую историю города. И знаете, мне хочется тут действительно остаться подольше и поехать кататься с этими веселыми палацами. Всего доброго. До новых встреч.